В очередной раз я вас приветствую, и сегодня мы отправляемся в третье перерождение мира. И снова у нас Demonshire Plaza. Но для тех, кто тут впервые и не вдупляет, что происходит, предлагаю перейти по ссылочке сверху и ознакомиться со всей прошлой историей. А тем временем у меня закрался один вопросик. Вот смотрите. Окей, мы выяснили то, что память сохраняет Сохи, Рыцарь и Клод, который вампир. Не сохраняет память вот эта вот девочка Присцилла, которая оказалась богом демонов Белил. И это предел? Без достаточных жертв полное пробуждение будет затруднено. Я был очень удивлен, Клод. Ты создал ограничения, которые даже я не смог обнаружить. Но я полагаю, это конец. Пора тебе действовать. Восстань. Поглоти все живое. Так вот, почему все вот эти жители тоже лишаются памяти? По сути же они никак не связаны с Присциллой и чем-то там прочим. Поэтому странно, они же должны все помнить. Хотя с другой стороны, может быть там солнце как-то настраивается индивидуально. Тогда возникает вопрос, а почему Клод не настроил против нас это солнце? Ладно, вопросы. Такого раньше не случалось, не так ли? Угу. Наверное, что-то произошло с петлей. Причина, по которой могла произойти такая вариация, это Белил. Точно, это все из-за него. Ну вот чертовка, как она посмела нас обдурить. Мы так ей помогли. Очень расстраивает, что нас обвели вокруг пальца, но сейчас не об этом. Если граф действительно хотел остановить Белила, а не взорвать солнце... Пойдем, увидимся с графом. Хочу услышать от него, что же случилось на самом деле. С каждым последующим уровнем награда все меньше и меньше. В этот раз нас ожидает всего лишь 1 золотой куб и 10 солнышек. Где-то тут это должно быть. Да, к сожалению, Сохи нас не пускает абсолютно никуда. Вот первые 2 солнышка. Вот еще 2 солнышка. Еще 2. Еще 2. И еще 2. А также желтый куб. Все. Это было быстро. Чертовски быстро. Поэтому можем идти дальше по сюжету. Больше нас ничто не сдерживает. Хотел бы я сказать, но, к сожалению, тут вот Валенсия стала посреди дороги. Мы не можем никого пропустить, все на позиции. Угу. Меня пропустите? Ребята, пропустите меня. Я же ваш друг. Ладно, я сам пройду. Ха-ха, прощайте, ложки. Где этот граф ныкается? Опять у себя в кабинете засел. Записочка. Какой бардак. Графа здесь нет. Да кто знает, может быть есть. Понятно, мы никого не пустим даже близко к вашему офису. Пожалуйста, сосредоточьтесь на восстановлении в безопасном месте. Граф. Подпись капитана Валенсии. Чернила еще не высохли, оно было подписано недавно. Я в безопасном месте. Он же не сбежал один, не так ли? Кто знает, кто знает. Читай до конца. Пысы. Мы запечатаем убежище за стулом справа, после того, как вернемся. Но они не вернутся. Ха-ха-ха. За стулом? Да, Сохи, за стулом, представляешь себе. Только за каким именно стулом, если тут херова туча стульев? Скорее всего, речь идет о троне. Ага, вообще о кушетке речь идет. Ладно, окей. Отодвигай. Журнал анализа крови субъекта номер 1 с симптомами. День 541. Эксперимента по разделению Белила. Субъект номер 1 сбежал. Субъект наконец-то нашли на верхнем этаже пирамиды с искусственным солнцем в 20:20. Это мать Белила сбежала. Тьфу, мать Белила. Мать Присциллы. Арис, почему ты здесь? Почему ты сбежала из лаборатории? Ты нездорова? Тебе нужно скорее обратно. Ты уже знаешь, как больно находиться в этом исследовательском центре. Мне вводят голодные сыворотки, и я даже не могу потерять сознание. Мне пришлось терпеть сильную боль в полном сознании. Прости, но если ты потерпишь еще немного, я все вытерплю. Любую боль, я все выдержу, это пустяки. Но чего я не могу выносить, так это... То, через какую боль придется пройти нашему ребенку, когда со мной будет покончено. Если моя одержимость Белилом станет известна, как тогда будут относиться к Присцилле? Как относились к семьям тех, кто был одержим Белилом? Ты тоже в курсе? Я должна все это закончить, прямо здесь, ради моего ребенка. Закончить? Что ты имеешь в виду? Единственное, что может остановить возрождение Белила, это
Пожалуйста, не говори так. Я найду способ излечить тебя. Не подходи ближе. Для меня уже слишком поздно. Нет, не поздно, я. Это моя последняя воля. Пожалуйста, позволь мне все закончить. Арис, сохрани это в тайне ото всех. Ничего не говори, не устраивай похороны и, пожалуйста, позаботься о Присцилле. Арис, что ты делаешь? Арис. Ну, такая вот история. 541 день эксперимента по делению, бла-бла-бла, Белил, субъект умер. После ее смерти все признаки появления Белила исчезли. По процедуре все данные, связанные с ее смертью, были перемещены в совершенно секретную зону. Жена графа покончила с собой, чтобы остановить Белила внутри себя. Мы обвинили его в том, что он убийца своей жены, не зная об этом. Он сам виноват, что ничего не сказал. Да, это не наша вина. Нас тоже обманули. Но согласно этим записям, это значит, что Белил изначально вселялся в жену. Когда Присцилла стала одержимой Белилом, кто его знает? Думаю, Присцилла стала одержимой Белилом сразу после того, как умерла Арис. Чисто банально потому, что он как бы искал себе сосуд для возрождения и, соответственно, нашел более подходящий себе сосуд. Хотя и полукровку. Ладно. День 314 с момента смерти субъекта номер 1. Присцилла показывает признаки проявления Белила. Так вот когда? Тогда Присцилла стала одержимой Белилом. Стой, я прочту дальше. Присцилла была зарегистрирована как субъект с симптомами номер 2. Исследование началось немедленно. Мы смогли замедлить одержимость и симптомы у Арис, но теперь это неэффективно. Могли бы мы за это время сформировать иммунитет? Отец, этот цветок, что любила мама. Я все еще так скучаю по маме. Но я буду сильной ради тебя. Это подарок. Отец? Куда ты, отец? Арис. Я не могу потерять Присциллу после того, как я потерял тебя. Я использую все средства, чтобы спасти Присциллу. Я должен использовать все средства. И буду. В течение 342 дней введено 32 сыворотки субъекту с симптомами номер 2. Количество сывороток, подавляющее проявление, 0. Он недостаточно хорошо старался. Нет, тут ничего такого. Причина, по которой граф повторяет петлю Присцилла. Это понятно, но он все равно недостаточно старался. У него была мать Присциллы, там было 500 схем экспериментов над ней. А после там еще были вроде как обычные демоны, а может быть и не было. Ну не после сама Присцилла, то есть тут 300 схем попыток, почти косарь. И за 1000 попыток он так и не нашел хоть какого-то средства подавления Белила. Ну такое. Конечно, мог бы в это поверить, если бы это был реальный мир, потому что в реальном мире тут и 10 тысяч попыток мало будет. Но это волшебный мир, поэтому за 1000 попыток они вполне могли что-нибудь найти. Ладно. День 489. Эксперимента по отделению Белила от субъекта номер 2. Симптомы присутствия ухудшились. До полного проявления по данным оставалось всего месяц. Вот тогда он и проявится. Этого не может быть. Этого не может быть. Как смеешь ты говорить о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия? Что бы ни случилось, я спасу ее. Значит, ты говоришь, что я должен был просто сидеть и смотреть, как умирает Присцилла? Кто на такое? Ты говоришь, что поможешь мне. Разве это не одно и то же? Если судьбу нельзя изменить, то ее не спасти. Это возможно? Используя силу взрыва искусственного солнца? Могу ли я поверить в это? Если это не сработает, тогда я... Это был дурацкий вопрос. В любом случае, у меня нет выбора. Я не могу прочесть дальше. С кем он говорил? Ну, тут понятно, с кем он разговаривал, с нашим рыцарем, который самовыпилился в прошлом мире. Это стопудово так, потому что иных вариантов просто не может быть. Хотя, с другой стороны, может быть, там была Лоррейн, потому что эта сучка тоже та еще девочка, непонятная. Короче, тут два варианта. Либо это была Лоррейн, либо это был рыцарь. Можете, кстати, сделать ставки в комментариях, кто же это был. Лоррейн или рыцарь. Посмотрим, кто из вас окажется прав. Давайте, блин, сколько вас можно-то лупить, а? Проклятый.
Еще одна пачка. Но сейчас кто-то появится и спасет нас. Им нет конца. Это будет немного сложно, если нас только двое. Черт, в таком случае... Это Лоррейн. А, граф, как вы нашли меня и дорогу сюда? Это мы и хотели сказать. Что здесь происходит? И что это за чудовище? Погоди. Так много крови. Вы в порядке? Это силы Беллила. Я не могу восстановиться. Мы видели журналы, которые вы вели до сих пор. Итак, это время в пространстве. Вы повторяете его, да? Чтобы спасти Присциллу? Тогда что сейчас происходит? Если время в пространстве повторяется, все способы должны быть одинаковыми. Были небольшие расхождения и раньше, но их было не так много. Повернуть время вспять не так просто. Каждый раз мне приходилось использовать все свои силы. Этого было недостаточно, и мне пришлось заимствовать энергию от взрыва искусственного солнца. Но... Подожди, потому что вы были ранены Беллилом? Да. Из-за моей последней раны, я думаю, моя сила не могла достичь, и петля нестабильна. Беллил старается завершить свое перерождение, пока петля времени нестабильна. Полагаю, он заметил существование петли. Из-за этого, что Беллил узнал о временной петле, все сильно изменилось, как я ожидала. Если у этого пространства есть собственная временная шкала, можем ли мы вообще войти в эту петлю? Мне тоже это интересно. Но не могу отрицать то, что петля стала меняться из-за вас двоих. Мы не хотели, нам жаль. Мы ничего не знали и вмешались. Да нет, нормально все. Нет, не стоит сожалеть. Вы все были одурачены планом Беллила. Он мог быть неудержим даже до того, как вы двое пришли. Это судьба. Вы сдаетесь? Конечно, нет. Я пойду до конца, чтобы остановить Беллила. Это моя роль. Мы поможем, если мы объединим силы. Я сказал, это моя роль. Вам двоим тут нечего делать. Покидайте Демоншир, если хотите жить. В этом состоянии я больше не могу сдерживать его. Давайте призовем Нари. Она откинет нас назад в прошлое. Мы там оживим мать Присциллы, проведем еще миллион экспериментов, и все будет хорошо. Почему бы нет? Ладно, прощайте. Вам лучше бежать. Неизвестно, какие методы Беллила будут использовать. Скоро Демоншир. И убежал. Тоже пойдем. Не, погоди, какой пойдем? Там была эта секретная тропинка. Походу нам рано туда просто идти. Мой граф, здесь опасно. Пожалуйста, спрячьтесь. Разве это не те пузыри, которые мы видели раньше? Отступать уже некуда. Сразимся. Они демонширские проклятые. Что? Проклятые? Демоншир страдал от боли из-за долгой войны. Они впитали в себе все страдания Демоншира. Беллил превратил их в призраков. Хотя это не призраки, это сгустки темной энергии. Мой граф. Мы возвели стену, как вы приказали, но в данном количестве мы долго не продержимся. Назовите мне места, где нужна помощь, я пойду. Со всем уважением, граф, в вашем состоянии это уже слишком. Вы, ребята, сильно нас недооцениваете. Я встречался с тобой много раз, но никогда не спрашивал, как тебя зовут. Как твое имя? Ответ очевиден. Я притворюсь, что я этого не слышал. Но я предоставляю это тебе. Можете спасти граждан до того, как вас настигнут проклятые. Если найдете кого-то способного сражаться, направляйте их сюда. Ха-ха-ха. Да, я тоже хочу оставаться на месте и встретить ужасный конец. Но времени слишком мало, так что просто скажите, куда идти. Я назову 3 главных места, которые больше всех нуждаются в поддержке. Вы уже были в этих местах, так что они вам знакомы. Западное противостояние, где находится резиденция вампиров. Тюрьма на западе, где мы держали заключенных. И, наконец, лаборатория искусственного солнца. Вы можете добраться туда, пройдя через крышу люка под площадью. Спасите граждан от проклятия в этих 3 локациях. Ну, я буду охранять площадь, так что я надеюсь на вас. Итак, перекресток 3 дорог. Куда же мы отправимся?